Группу героев призывают из другого мира, и их встречает принцесса. Они прошли оценку своих способностей, и все они одарены уникальными навыками, такими как техника владения священным мечом и способность использовать все виды магии. Затем мы встречаемся с Мукатой, и когда его оценивают, у него обнаруживается странный навык покупки товаров в интернете. Услышав это, Муката приходит в шок, думая, что его навык бесполезен, и задается вопросом, есть ли у него что-нибудь еще. Но ему говорят, что это его единственный уникальный навык. Он приходит в отчаяние и задается вопросом, почему все остальные обладают такими сильными навыками. Несмотря на это, ему говорят, что ему все равно нужно будет получить аудиенцию у короля. Герои получают аудиенцию у короля, и он объясняет, что на их королевство напал король демонов. Он просит их о помощи, и 3 героя быстро предлагают свою помощь. Муката, с другой стороны, решает, что он не создан для того, чтобы быть героем, думая, что он будет только мешать, и говорит, что просто хочет жить простой жизнью. В конце концов он выходит на свободу, и они даже отсылают его с 20 золотыми монетами. В городе он начинает привлекать внимание людей своим странным нарядом, поэтому быстро покупает сменную одежду. Он ходит по окрестностям, пытаясь поближе познакомиться с этим миром, и в конце концов получает комнату. Он испытывает облегчение от того, что решил не быть героем, так как король с подозрением отнесся к тому, насколько роскошными они казались, и решает, что ему следует покинуть королевство как можно скорее. Муката проверяет свою статистику и видит, что у него есть навык хранения предметов и навык оценки. Он пытается воспользоваться своим навыком покупки товаров в интернете, но ничего не получается. Ему интересно, как работает его навык, и в конце концов он нажимает на него, после чего открывается страница его интернет-магазина. Муката пробует воспользоваться им, заказывая немного воды и еды. Он пытается выписаться, но там просят денег, и он обнаруживает, что может положить свои монеты на экран. После подтверждения его заказа мгновенно появляется посылка с его вещами, и Муката счастлив, что его умение действительно пригодилось. В конце концов он узнает, что золотая монета стоит около $100, а 20 золотых, которые ему дали, хватило бы семье на жизнь в течение 3 месяцев. На следующий день Муката находит попутку, чтобы уехать из королевства. По пути он встречает торговца и, поговорив с ним, выясняет, что его навык хранения предметов на самом деле очень редок, и только 1 из 1000 человек имеет доступ к этому навыку. Услышав это, Муката продолжает расспрашивать о навыке оценки, и мужчина говорит, что это встречается еще реже, потому что только герои, призванные из другого мира, могут обладать этим навыком. Услышав это, Муката начинает нервничать и старается не выказывать никаких подозрений. Мужчина спрашивает его, куда он направляется, и Муката отвечает ему, что он пытается попасть в соседнее королевство. Этот мужчина говорит ему, что уходить отсюда – разумное решение, потому что королевство движется к разрушению, и ходят слухи, что границы вот-вот закроются. Муката был потрясен, услышав это, и в конце концов их карета была приостановлена. В местной таверне Муката узнает, что транспортное сообщение было прекращено, чтобы люди не могли сбежать в соседние страны. Ведь если бы люди сбежали, армия королевства уменьшилась бы в размерах. Поэтому мужчины советуют им убираться отсюда, пока у них еще есть такая возможность. Муката задается вопросом, как ему выбраться отсюда, беспокоясь о монстрах, с которыми он может столкнуться. В конце концов он направляется в гильдию искателей приключений и обращается с просьбой о сопровождении, чтобы выбраться из королевства. Клер говорит ему, что поскольку он идет пешком, на это уйдет несколько дней, так что стоимость составит 8 золотых. Муката встревожен такой ценой, но видя, что у него нет других вариантов, он соглашается на эту цену. Продавец подзывает к себе искателя приключений, и мы знакомимся с Вернером, искателем приключений морского ранга. Они ведут переговоры о выполнении задания, и Муката предлагает обеспечить их едой во время путешествия, и они приходят к соглашению. Они готовятся отправиться в путь на следующий день, и Уорнер знакомит их с остальными членами своего отряда. А вот и Винсент фехтовальщик, Рита разведчица, Рамон маг и Фанг целитель. Они отправляются в путь и вскоре останавливаются передохнуть. Муката идет приготовить что-нибудь поесть, достав из своего хранилища плиту. Винсент удивлен, увидев, как он умеет хранить еду, а Рита впечатлена его волшебной плитой. В одном из воспоминаний мы видим, как владелец магазина пытается продать ему волшебную печку за 50 золотых. Но вместо этого ему удалось найти дешевую портативную печку в своем интернет-магазине. В конце концов он приготовил какой-то суп и бутерброды, и когда все присутствующие попробовали это блюдо, они были поражены. Рахман находит суп очень вкусным, но на самом деле это был всего лишь суп быстрого приготовления. Они находят хлеб очень мягким, называют его лучшим хлебом, который они когда-либо пробовали, и рады, что взялись за эту миссию. Группа продолжает свой путь,
но на нее нападают какие-то монстры. Вернеру и Винсенту удается быстро расправиться с ними, но Маката поражен увиденным на месте происшествия. Когда они приходят в себя, Рита сообщает, что там находится голова красного кабана. Они обсуждают, как с ней бороться, но она внезапно появляется, и Маката потрясен ее размерами. Вернер велит ему укрыться, и они вступают в битву с кабаном. Кабан побежден, и Маката поражен их силой. В конце концов они сдирают с кабана шкуру и рога, но мяса у них слишком много, чтобы унести его с собой, поэтому Маката предлагает положить мясо к себе на склад. Они решают остановиться на ужин, и вся группа с нетерпением ждет возможности полакомиться его едой. Они толпятся вокруг него, чтобы посмотреть, но Маката начинает волноваться, говоря, что ему становится неловко, но на самом деле он не хочет раскрывать свои особые способности. Он приступает к приготовлению пищи, комбинируя бекон, капусту, картофель и даже добавляя сосиски, чтобы создать вкусное тушеное мясо. Он раздает всем миски, и пока они едят, Маката задается вопросом, не придется ли им это не по вкусу, но вскоре они набивают себе рот, и все просят секундочку. Маката удивлен, что им это так нравится, а Рамон рассказывает, что обычно во время путешествий они едят вяленое мясо и черствый хлеб. Рита даже чувствует, что благодаря этой еде ее тело находится в лучшей форме. Маката находит это немного странным и решает использовать свой навык оценки. Он потрясен, увидев, что у Риты улучшились характеристики, и когда он оценивает еду, то видит, что она дает баф. Маката начинает волноваться, думая, что если кто-то узнает об этом, ему может угрожать опасность, поэтому он полон решимости сохранить это в секрете. Но там это зверь, который наблюдает за ними из кустов. Наша компания продолжает свой путь в этом направлении. В нескольких днях пути от соседнего королевства они разбили лагерь в лесу, и Маката решает приготовить им на ужин немного мяса кабана. Он начинает готовить мясо, нарезая его на кусочки, и использует специальный соус из своего магазина, чтобы приправить его. Когда он начинает его готовить, остальные поражаются его запаху, и это даже привлекает внимание зверя. Когда Маката заканчивает, остальные смотрят на него с благоговейным трепетом. Как только они пробуют это, они сразу же поражаются, потому что никогда раньше не пробовали ничего подобного. Все они хвалят Макату, но он просто благодарит за свой секретный соус. Когда Маката обсуждает свой способ приготовления, на их лицах внезапно появляется страх, и зверь появляется у него из-за спины. Они потрясены, увидев Фенрира, который заговаривает с ними, требуя съесть немного мяса. Маката быстро протягивает ему тарелку, и он съедает ее одним укусом. Он требует добавки, и Маката просит его подождать, пока он приготовит еще. Зверь соглашается, и Маката быстро готовит еще больше мяса. У него огромная тарелка, но зверь съедает ее и требует еще. Маката продолжает готовить, а зверь продолжает есть и требовать еще. После того, как он готовил снова и снова, зверь в конце концов насытился. Зверь был впечатлен тем, что Макате удалось удовлетворить его, и решил заключить с ним фамильярный контракт. Маката считает, что это плохая идея, и пытается отказаться, но зверь пристально смотрит на него, и он просто не может отказать. Его друзья подбадривают его, и он неохотно соглашается. Голова зверя начинает светиться, и они вдвоем заключают контракт. С этими словами зверь говорит Макате, что теперь он несет ответственность за заботу о нем, ожидая трехразового питания, и Маката остается в шоке от того, во что он вляпался. В соответствии с условиями контракта зверь велит ему дать ему какое-нибудь имя. Маката пытается поразмыслить, придумывая общепринятые собачьи клички, но на зверя это не производит никакого впечатления. Увидев в нем Фенрира, Маката предлагает ему упасть, и зверь соглашается. По мере того, как вечеринка продолжается, люди избегают их, и Уорнер беспокоится, что они не смогут пересечь границу. Рита объясняет, что существует легенда о том, как Фенрир уничтожил целую страну, и Франко говорит, что это определенно произошло. Маката начинает волноваться, но Фёл говорит ему, что уничтожит любого, кто посмеет с ними связываться, но это только заставляет их нервничать еще больше. У них перерыв на обед, и когда Маката идет готовить еду, он понимает, что у него кончилось мясо. Когда Фёл требует мяса, Маката говорит, что он ест слишком много, и говорит ему, чтобы он сам ловил себе еду. Фёл соглашается с этим и направляется в лес, ведя за собой остальных членов отряда, пораженных тем, что он уже может командовать зверем. Фёл вскоре возвращается, принося с собой каменную птицу, и Уорнер удивляется, говоря, что это монстр высшего ранга, которого они обычно изо всех сил пытались бы победить. Его клюв и когти очень ценны, и Фёл позволяет им добавлять материалы до тех пор, пока он получает мясо. Маката начинает готовить им обед, обращаясь с ним как с курицей. Для аромата он использует соус терияки. Он обслуживает гостей на вечеринке, и Фёл задается вопросом, какова его доля в этом обеде. Маката говорит ему, что раз уж он так много ест, ему придется подождать до конца, и он терпеливо ждет своей очереди. Маката готовит огромную порцию для Фила, и он с удовольствием съедает все это.
После этого вся компания добирается до границы королевства Венен. Стражники приведены в состояние повышенной боевой готовности, и Вернер говорит, что они готовятся к встрече с Филом. Он велит им подождать, пока он спустится вниз и объяснит ситуацию. Муката задается вопросом, все ли будет хорошо, и вскоре они оказываются полностью окруженными. Командир беспокоится о том, чтобы впустить зверя, который может уничтожить страну, но Маката говорит Фёлу, чтобы он не причинял никаких неприятностей. И Фёл говорит, что он уничтожит только тех, кто причинит им вред. Солдаты поражены тем, что он может разговаривать, и в конце концов командир соглашается впустить их внутрь. Когда они входят, участники группы показывают свои карточки гильдии, но у Макаты их нет, так что он вынужден заплатить, чтобы войти. Они наконец-то входят, и Вернер предупреждает Макату, что люди будут преследовать его, когда услышат, что у него есть легендарный фамильяр. Муката впадает в отчаяние, думая, что он отошел от политики. Но говорит, что не задержится слишком надолго, планируя продолжать путешествовать и зарабатывать деньги, используя свои уникальные навыки работы в магазине. Вернер предполагает, что было бы полезно вступить в гильдию, а Маката рассматривает возможность создания гильдии торговцев. Однако Винсент указывает, что гильдия авантюристов могла бы помочь с освежеванием и покупкой материалов у зверей, на которых охотится Фёл, поэтому Маката затрудняется принять решение. Но Франко говорит, что хотя это не так уж часто встречается, можно просто зарегистрироваться в обеих гильдиях. Вечеринка направляется в город, и Маката получает еще один гонорар. Там есть слуга, который сразу же приветствует его, приглашая познакомиться с графом как с легендарным укротителем зверей. Муката не хочет идти и пытается отказать ему, но мужчина настаивает на том, чтобы он пошел с ним. Однако, когда Фёл приближается к нему, он угрожает мужчине, который в ужасе убегает. Вернер беспокоится о том, чтобы не нажить себе врага, но Фёл говорит, что справится со всем, что они в него бросят. Винсент предполагает, что им понадобится дракон, чтобы противостоять Фёлу. Муката потрясен, узнав, что драконы существуют. И Фёл соглашается с тем, что дракон был бы единственным существом, которое могло бы сравниться с ним, сказав, что однажды он сражался с одним из них 400 лет назад. Вернер уговаривает Макату согласиться на их работу, и Маката удивляется, что он может понимать этот язык, думая, что это должно быть навык, с помощью которого призывают героев. Группа благодарит его за вкусную еду, и вечеринка расходится в разные стороны. Муката направляется в торговую гильдию, а окружающие стараются избегать его. Как только он входит, все обращают на него свое внимание, нервничая при виде Фёла. Муката просит вступить в гильдию, и клерк объясняет, что существует 5 уровней торговцев, от которых зависит уровень сборов и налогов. Она предлагает ему получить железный ранг и вручает ему карточку гильдии. Позже Муката узнает, что зверям не разрешается останавливаться в гостинице, но Фёла больше интересует, что у нас на ужин. Муката начинает готовить мясо, но внезапно ему хочется риса, поэтому он берет из своей лавки еще одну плиту. Пока он готовит, Фёл жадно наблюдает за тем, как он готовит. Он заканчивает это блюдо с соусом, а Фёл съедает его с аппетитом, находя очень вкусным. Муката дает ему еще один стейк, но Фёл замечает изменение вкуса. Муката рассказывает, что у него разные соусы, и Фёл поражается тому, что одно и то же мясо может быть совершенно разным на вкус. Но в конце концов Фёлу действительно нравится чесночный аромат. Муката готовит сам для себя, готовит восхитительную миску с говядиной, и он просто сходит с ума. Когда Муката ложится спать на ночь, он быстро готовит товары, которые планирует продать. На следующий день Муката возвращается в торговую гильдию, желая продать кое-что из своих товаров. Когда продавщица проверяет, что у него есть, она приходит в шок и убегает. Муката задается вопросом, нет ли в этом какой-то проблемы, но в конце концов она приглашает его зайти внутрь. Он встречается с мастером гильдии, который осматривает его товары. Мастер гильдии говорит ему, что качество его соли и перца исключительное, они годятся даже для короля. Он задается вопросом, как Муката наткнулся на такой продукт, и оказывается, что он только что купил его в своем магазине. Но Муката говорит, что наткнулся на него во время своих путешествий, и мастер гильдии уважает его частную жизнь. Мастер гильдии предлагает купить все это за 14 золотых, что шокирует Мукату, потому что это обошлось ему всего в 5 медных монет за штуку. Рассматривая обменный курс, мастер гильдии думает, что он неохотно соглашается и в итоге предлагает еще больше денег, повышая свое предложение до 17 золотых. И Маката соглашается на сделку. Он не может поверить, как легко можно заработать деньги, и теперь ему какое-то время не нужно будет беспокоиться о том, чтобы заработать деньги. В следующий раз он отправляется в гильдию искателей приключений, и там царит совершенно иная атмосфера. Он говорит продавщице, что хочет вступить в нее, но она проявляет незаинтересованность и просто протягивает ему бланк. После того, как он его заполняет, она бросает ему его карточку, в которой говорится, что он начинает с ранга G. И он спрашивает, не может ли он получить объяснение по поводу гильдии. Девочка вздыхает и объясняет, что авантюристы ранжируются от ранга G до ранга S. Он может выполнять миссии на один уровень выше своего ранга,
и гильдия не несет никакой ответственности за какие-либо травмы или смерть. Муката заглядывает на доску объявления о вакансиях и находит для начала несложную миссию по сбору трав. На следующий день Муката начинает собираясь отправиться на свою миссию, но Фёл свирепо смотрит на него, требуя, чтобы пришло время завтракать. Они вдвоем добираются до полей, но Фёл говорит, что все еще голоден. У нас не хватило ингредиентов, поэтому Муката говорит ему, что ему следует снова отправиться на охоту. Фёл соглашается, но беспокоится о безопасности Мукаты, если его нет рядом, говоря, что он чувствует, что вокруг водятся монстры. Фёл говорит ему, чтобы он не волновался, накладывая на него защитный барьер. Он бросается прочь, велев Мукате приготовить для него обед. Муката начинает свои поиски в поисках нужных трав, но для него это несложная задача, потому что он может использовать свой навык оценки в полевых условиях, чтобы легко найти нужные травы. Он с легкостью справляется с заданием и даже задается вопросом, получит ли он большую награду за то, что соберет больше запрошенной суммы. Выполнив свою миссию, он решает приступить к приготовлению обеда. Так как у него кончилось мясо, он решает приготовить дешевую еду, которую можно купить в его магазине, и это оказываются спагетти. Пока он готовил еду, Фёл возвращается с каменной птицей и говорит, что ему очень понравились приготовленные на днях терияки. Он говорит, что охотился и на других монстров, но не смог привести их всех сразу, но Муката говорит ему, что они могут забрать это позже. Муката заканчивает готовить спагетти, но вспоминает о последнем ингредиенте и берет немного сыра пармезан. Фёл находит спагетти какими-то странными, но Муката объясняет, что это еда из его собственного мира. Когда Фёл пробует их, он приятно удивляется и наслаждается ими, даже несмотря на то, что в них не так много мяса. Муката советует ему попробовать сырный порошок, и Фёл поражается его более насыщенному вкусу. В конце концов Фёл устраивает беспорядок, обливая себя соусом, а Муката смеется при этом зрелище. Муката внезапно приходит в шок, когда видит гору монстров, на которых охотился Фёл. Там водятся самые разные монстры, и Муката начинает запихивать их в свой склад. Он задается вопросом, все ли съедобно, когда узнает орка, но Фёл говорит ему, что орки считаются деликатесами, по сути просто обращаясь с ними как с ходячими свиньями. Теперь, когда все монстры накопились, самое время возвращаться в город. Муката направляется в гильдию искателей приключений и сдает в руки травы. Девочка удивляется, что у него их так много, говорит, что ему должно быть повезло, и платит ему за травы 9 серебряных монет. Затем Муката спрашивает о продаже монстров, удивляя девочку, но он указывает на Фёла, и девочка ошеломлена, увидев его. Она быстро приходит в себя и указывает ему на мясника гильдии. Муката вытаскивает орка, а мужчина беспокоится о свободном пространстве, поэтому они направляются к заднему входу. Мясник говорит Мукате, что слышал о нем из слухов, ходивших по городу. Муката вытаскивает целую гору монстров, шокируя мужчину их количеством и тем, что там также есть несколько монстров воздушного ранга. Муката просит его снять шкуру со всех монстров, говоря, что он продаст все материалы, кроме мяса. Когда монстров так много, мясник велит ему вернуться на следующий день. Муката просит его освежевать одного из монстров, чтобы у них было что-нибудь на ужин, поэтому мужчина готовит для него одного из орков. Муката начинает готовить ужин, и мы узнаем, что его умение хранить еду может уберечь его от порчи. Он режет мясо орка на куски, посыпает его мукой и жарит. Он заканчивает трапезу с остатками соуса, оставшегося с того обеда. Фёл с жадностью поглощает еду, говоря, что мясо орка гораздо нежнее обычного мяса скуки. Образ орка выводит Мукату из себя, но когда он пробует его на вкус, он приятно удивляется и учится не судить о вещах до того, как попробует их на вкус. На следующее утро Муката снова отправляется к мясникам. Там лежит целая гора мяса, и мужчина отдает ему свой золотой за все необходимые материалы. Он заплатил 202 золотых, и Муката в шоке от такой суммы денег. Этот человек говорит ему, что он не может быть таким невежественным, рассказывая ему о ценности определенных материалов, таких как орочьи яички, которые хороши для прочности, и бивни медведя, которые можно использовать для крафта. Этот человек также вручает ему несколько демонических камней, которые обладают магической силой и сбрасываются с монстров воздушного ранга. Этот человек рассказывает ему, что люди по всему городу только и говорят о нем, споря о том, действительно ли Фёл Фенрир или просто Великий Волк. Когда Муката прогуливается по городу, он слышит, как люди спорят друг с другом. Он думает, что им пора уходить, и говорит Фёлу, что им не следует слишком долго оставаться на одном и том же месте. Фёл говорит, что он не возражает, но говорит, что снова проголодался после того, как увидел гору мяса. Они вдвоем выбираются из города и находят место, где можно разбить лагерь. Когда Муката отправляется готовить ужин, он решает угостить Фёла праздничным ужином, так как тот заработал ему так много денег. Он подъезжает к своему магазину, показывает Фёлу все виды мяса из своего мира,
и ему вдруг кажется, что идет дождь. Но на самом деле Фёл просто пускает слюни, наблюдая за вариантами. Муката заказывает кучу еды и готовит блюдо с мясной смесью из своего мира. Фёл поражен разнообразием текстур и вкусов, так как никогда раньше не ел таких блюд. Муката приступает к основному блюду, приготовив немного японского черного вагю, но Фёл разочарован его маленькими размерами. Однако, когда он пробует его на вкус, он мгновенно приходит в восторг, и Муката говорит ему, что это от специально выращенной коровы. После их пиршества Фёл воспрял духом и сказал, что мог бы даже побить дракона. Услышав это, Муката встревожился и применил к нему свой оценочный навык. Он был потрясен, увидев, что Фёл значительно повысил все свои характеристики. Собрав всю свою энергию, Фёл решает отправиться на охоту, но Муката беспокоится о том, чтобы его оставили в покое. Фёл накладывает на него свой барьер и говорит, что этого будет достаточно даже для того, чтобы остановить дыхание дракона. Фёл убегает, а Муката остается позади. Доверившись барьеру Фёла, он просто готовит себе постель и ложится спать. Фёл беснуется по лесу, одним ударом убивая каменную птицу и используя магию молнии, чтобы уничтожить гигантского оленя. Там появляется чудовище Химера, но Фёл обрушивает на него сокрушительную молниеносную атаку, вызывающую мощный взрыв. Утром Муката не может поверить своим глазам, когда обнаруживает вокруг себя 3 горы монстров. Фёл согласен с тем, что, возможно, он немного переборщил, но он хвастается тем, что справился с Химерой одной атакой, в то время как обычно у него возникли бы проблемы с ней. Видя последствия применения черного вагю, у Мукаты нет другого выбора, кроме как исключить его из своего меню. Когда у них перерыв на обед, Муката задается вопросом, использует ли Фёл магию при охоте на монстров. Фёл показывает, что он особенно хорошо владеет магией ветра, так как получил благословение богини ветра. Муката поражен, увидев магию в первый раз, и задается вопросом, возможно ли ему тоже использовать магию. Фёл говорит ему, что это должно быть возможно, если у него есть магическая сила, поэтому он проверяет свою статистику и находит, что он должен уметь использовать магию. Он просит Фёла дать ему инструкции, но Фёл просто говорит ему, что ему нужно просто подумать об этом. Муката думает, что это значит просто вообразить это, и пытается использовать огненный шар, но ничего не происходит, и ему становится неловко. Фёл показывает ему, как течет мана внутри его тела, и через некоторое время ему удается выстрелить огненным шаром, хотя он очень слабый. Фёл комментирует свой метод обучения, предполагая, что ему следует набираться опыта в борьбе с монстрами. Муката беспокоится о том, что он может пострадать, но Фёл раздражается и уводит его прочь. В конце концов они находят каких-то гоблинов, но их там целая деревня. Муката беспокоится, что их слишком много, но видя, что он трус, Фёл воет и привлекает внимание всех гоблинов. За ними начинают гоняться, и Фёл говорит ему, что теперь у него нет другого выбора, кроме как сражаться. Он уходит, чтобы найти босса гоблинов, и Муката остается один. Муката атакует его с помощью своего огненного шара, но когда он пытается убежать, то спотыкается. Когда на него прыгает гоблин, он фактически защищен барьером Фёла. Он продолжает бросать свои огненные шары и в конце концов бросает один из них довольно мощный. Он падает в обморок после того, как израсходовал всю свою ману, но Фёл появляется снова, чтобы закончить начатое. Когда он просыпается, у него травма от пережитого. Но Фёл говорит, что он должен поблагодарить его за то, что он помог ему использовать магию и даже почувствовать, что он повысил свой уровень. Когда Муката проверяет это, он обнаруживает, что даже приобрел навык магии огня. В качестве поздравления Фёл привел с собой короля гоблинов. Хотя это и несъедобно, он принес его обратно, потому что в нем содержится волшебный камень. Видя, что волшебные камни можно обменять на большие деньги, Фёл считает, что его следует вознаградить еще одним пиршеством, особенно если он снова хочет стейк вагю. Но Муката отклоняет эту просьбу. У Мукаты кружится голова от нехватки маны, поэтому он решает просто купить немного еды вместо того, чтобы готовить. Это целый ассортимент сладкого хлеба, но Фелу хочется вместо него мяса. Муката настаивает на том, что он слишком устал, поэтому Фелу приходится довольствоваться хлебом. Несмотря на то, что это не мясо, он находит его вкусным и даже просит добавки. Муката говорит ему, что если он съест слишком много сладостей, то может заболеть кариесом или диабетом. Но Фёл говорит ему, что это невозможно, так как он благословлен богиней ветра и обладает иммунитетом к любым болезням и другим недугам. Фёл злорадствует по поводу того, что получил благословение, а Муката считает, что это несправедливо, ведь он и так уже такой сильный. Муката тоже умоляет о том, чтобы его благословили, и мы видим, что богиня, кажется, наблюдает за ним. В соседнем городе начинается суматоха, когда Муката приближается вместе с Фёлом. Он быстро показывает свою карточку гильдии, говоря, что Фёл – его великий фамильяр-волк.
Когда Фёл пытается поправить их, Муката соглашается и называет его великим волком, чтобы они привлекали меньше внимания. Фёл внезапно разговаривает с ним телепатически, раздраженный тем, что его называют великим волком. Охранник предупреждает его, что он будет нести ответственность за проблемы, вызванные Фёлом. Когда они въезжают в город, Муката предлагает им найти карту, чтобы они могли знать, куда направляются. Муката заходит в таверну. Там собралась кучка шумных искателей приключений, и Муката подходит к одной из групп, чтобы задать вопросы. Он заказывает выпивку на стол, и они радостно беседуют с ним. Они рассказывают ему о разных королевствах, а когда он упоминает, что у него нет карты, мужчины рассказывают, что у них есть карта, которая была передана им старшим искателям приключений. Они показывают ему эту книгу и говорят, что поскольку они уже выучили ее наизусть, они предлагают продать ее ему за 1 золотой. Муката соглашается купить ее, и они расстаются. После того, как мужчины ушли, другие искатели приключений смеются над ним, говоря, что его обманули. Потому что карта – это всего лишь обычный предмет, который можно купить в гильдии за 1 серебряный. Фёл утешает его, говоря, что так они заработают больше денег, и Муката решает отправиться на восток, в страну, расположенную рядом с морем. Но Фёла больше интересуют морепродукты, которые они смогут съесть. Тем временем богиня ветра Мёнри присматривает за Фёлом, и ей любопытно узнать о Мукате, которому удалось заключить с ним контракт. Увидев все сладости, которые они едят, она хочет попробовать их сама, но она знает, что не может просто вмешаться в этот мир, как бы там ни было. Мысль об этом просто невыносима, и это сводит ее с ума. Эта парочка летает по лесу до тех пор, пока Фёл не остановится. Фёлу кажется странным, что он весь покрыт травмами, но Муката говорит ему, что это потому, что он так быстро мчался по лесу. Он задается вопросом, добрались ли они до моря, но Фёл говорит ему, что он остановился у озера, потому что ему очень захотелось рыбы. Муката задается вопросом, как они могут ловить рыбу без удочки, но Фёл использует свою магию молнии на озере, и вся рыба всплывает на поверхность. Муката начинает собирать рыбу, находит несколько форелей и задается вопросом, такая же ли это рыба с земли. Фёл велит ему собрать розовую рыбку, говоря, что от нее у него покалывает язык. Мукате кажется, что ее цвет подозрительный, и когда он оценивает ее, оказывается, что это ядовитая рыба. Он выбрасывает ее обратно и отказывается готовить, не желая смешивать яд со своей стряпнёй, так что Фёлу ничего не остается, как согласиться. Он разводит огонь и покупает еще какие-то ингредиенты. Фёл продолжает приставать к нему с просьбой купить мясо, но Муката продолжает отказывать ему. Муката начинает готовить рыбу, благодаря за просмотренный им видеосериал о приготовлении рыбы. Он выпотрошил рыбу и тщательно ее очистил. Насадив ее на шампур и посолив, он ставит на огонь, чтобы поджарить на гриле. В конце концов он готовит несколько рыбных блюд, и когда они пробуют их на вкус, у них обоих просто дух захватывает. Фёл с жадностью поглощает еду, а Муката даже открывает бутылку пива, чтобы подать ее к рыбе. В итоге они оказываются полностью фаршированными. Муката вздрагивает, когда внезапно натыкается на синюю слизь. Фёл говорит ему, чтобы он не пугался, так как она очень слабая. Муката тыкает в нее пальцем, чувствуя, что она чем-то похожа на желе, и слизь дает ему 5 баллов. Он проверяет ее характеристики и обнаруживает, что она очень слабая, так как родилась всего 3 дня назад. Она подпрыгивает вверх-вниз, и Муката задается вопросом, не голодна ли она, но у него совсем закончилась еда. Слизь в конце концов съедает бутылку, а Фёл говорит, что слизняки могут есть даже камни. Она начинает есть другой мусор, но когда она хватает сковородку, Муката быстро останавливает ее. Но в конце концов Муката счастлив, что она смогла съесть весь его мусор, а слизь, похоже, счастлива, что ее хвалит. Он начинает гладить ее, и Фёл говорит ему, что она стала его фамильяром. Муката в замешательстве, потому что он не заключал с ней контракта. Фёл говорит, что достаточно было просто принять ее чувства, и когда он проверяет свой статус, она стала такой же знакомой. Фёл говорит ему, чтобы он назвал ее по имени, и Муката заканчивает тем, что называет ее Суи. Через несколько дней Муката начинает пытаться изучать магию Земли, но ему с трудом удается выстрелить даже камешком. Фёл предполагает, что ему нужно получить еще немного практического опыта, но Муката все еще травмирован преследованием гоблинов и категорически отказывается. Муката делает перерыв, а Суи пытается съесть свою бутылочку. Муката замечает, что он становится все больше и уже достиг 8-го уровня. Он задается вопросом, принесет ли употребление в пищу предметов из другого мира такую же пользу, как и сама еда. Фёл снова проголодался, и Муката приготовил для него миску с мясом орка и даже миску для Суи. Муката с удовольствием съел миску для себя, но Фёл быстро почувствовал, что ему нужны считанные секунды, и даже Суи просит добавки. После того, как они поужинали, Суи помогает вымыть посуду, растворяя только остатки пищи, и Муката благодарен ему за помощь. Он решает заказать десерт к первому приему пищи Суи и подает им немного дорияки, который представляет собой пирожное со сладкой начинкой из красной фасоли. Суи, похоже, действительно получает от этого удовольствие, и Муката очень рад. Утром Фаул получает послание от богини, и когда Муката просыпается, он делится полученным посланием. Он говорит ему, что богиня ветра Нёнри
Нинри готова благословить его, но есть несколько условий. Он говорит ему, что ему нужно будет раз в неделю молиться и предлагать сладости из потустороннего мира. Фёл продолжает говорить ему, что невозможно дать ему полное благословение, поэтому он получит лишь незначительное благословение. Но этого все равно будет достаточно, чтобы сделать его невосприимчивым ко всем статусные недуги и даже усиливают его магию. Муката считает, что это очень выгодная сделка и сразу же решает согласиться на нее. Он задается вопросом, как он может молиться и делать свои подношения. Но Фёл говорит ему, что он может использовать в качестве алтаря что угодно, даже камень на земле, лишь бы передать свои чувства. В качестве первого подношения Фёл говорит ему, что она хочет дорияки, а также немного хлеба со сливками и дыней. Муката не может поверить, что она требует каких-то конкретных продуктов, но в конце концов готовит их и предлагает богине. Эти предметы исчезают, и он получает благословение. Тем временем Нинри достает конфеты и не может поверить, насколько они мягкие и сладкие на вкус. Она быстро проглатывает их и становится грустной, когда они заканчиваются. Она пробует немного кофе, который прислал Муката, и находит, что его горечь прекрасно сочетается со сладостями. Она тянется к другим сладостям, но думает, что должна их смаковать, но в конце концов не может себя контролировать и просто съедает их обе. Вернувшись к тренировкам Мукаты, он способен стрелять большим камнем с гораздо большей скоростью и силой благодаря его благословению. Суи также поднялся до 13 уровня, и Муката задается вопросом, сможет ли он со временем эволюционировать. Он продолжает тренироваться, но устает, когда у него заканчивается мана. У него есть немного шоколада, который поможет ему восстановиться, и он даже дает немного Суи. Он ждет Фила, который, похоже, ушел что-то расследовать, но когда он возвращается, то замечает, что они ели без него. Муката показывает ему шоколадку, которую он съел, чтобы прийти в себя, и вдруг заявляет, что устал от бега. Муката не покупает ее, но Фил говорит ему, что устал таскать его на руках каждый день, так что Мукате приходится заказать для него еще немного. Пока он ест это блюдо, Муката получает сообщение от Нинри. Она называет это божественным посланием, но на самом деле ей просто хочется еще и немного шоколада. Муката упоминает, что с момента его последнего подношения не прошло и недели, но Нинри настаивает на этом. Муката неохотно посылает ей шоколад, и Фил внезапно решает, что пора уходить. Муката спрашивает, не торопятся ли они, на лице Фила появляется подозрительное выражение, и в итоге они оказываются у входа в подземелье. Муката недоумевает, почему они там оказались, но Фил говорит ему, что они здесь для того, чтобы получить опыт. Точно так же, как тогда, когда он изучал магию огня, ему приходилось сражаться с гоблинами. Муката пытается улизнуть, но Фил тянет его обратно. Глядя на подземелье, Муката приходит в ужас и хочет поскорее уйти. Фёл говорит ему, что он уже исследовал подземелье, и внутри находятся только слабые монстры. Но Муката ему не верит. Фёл настаивает на этом методе, потому что собственные тренировки Мукаты не дали особых результатов. Он говорит ему, чтобы он не волновался, так как он защитит его своим барьером, но говорит ему, что в один прекрасный день его может там не оказаться. Так что ему нужно будет уметь защищаться. В конце концов Муката соглашается, но решает, что ему нужно подготовиться прежде, чем они войдут внутрь. Он готовит настоящий праздник из всевозможных продуктов питания из своего магазина. Фёлу любопытно, что он делает, и Муката рассказывает, что еда из потустороннего мира дает временные преимущества, напоминая Фёлу о том, как он почувствовал себя сильнее после того, как съел стейк вагю. Так как он не знает, какие продукты повышают какие показатели, он готовится съесть всего понемногу, а затем отдать остатки себе и Суи. Он начинает есть, откусывая по кусочку от каждого блюда, и чувствует, что его показатели увеличиваются. Он дает Суи немного еды, а сам съедает всю тарелку целиком. Фёл задается вопросом, дает ли мусор, который ест Суи, еще и положительный эффект, но Муката говорит, что этот мусор действительно помогает Суи повысить свой уровень. Муката заканчивает трапезу с каким-нибудь десертом, и в итоге он полностью наедается. Когда он проверяет свою статистику, то видит, что все его характеристики увеличились примерно на 20%. А статистика Суи и Фёла также увеличилась примерно на такую же величину. Фёл говорит о том, что они готовы к работе, но Муката все еще немного беспокоится. Они начинают входить, но Муката обязательно напоминает Фёлу, чтобы он поставил свой барьер. Они идут медленно, и Фёл начинает подталкивать его вперед. В конце концов Фёл толкает его, и он натыкается на слизь. Он чувствует себя неловко из-за того, что напал на слизь, но Суи выплевывает кислоту и вынимает ее. Фёл хвалит свою атаку и считает, что Суи даже могла бы быть уникальной. Еще один подход слизи, и Муката использует свое заклинание «Каменная пуля», а Суи достает еще одно заклинание. Фёл предупреждает его о том, что скоро появятся рогатые кролики, и вскоре они бросаются на него, он впадает в панику и дико размахивает мечом. По мере того, как они продвигаются все глубже, Муката задается вопросом, почему на них нападают, ведь обычно монстры слишком боятся даже приблизиться к Филу. Но Фил говорит ему, что подземелья бывают разные, и монстры внутри все равно будут нападать. На следующем уровне они столкнутся с кобальдами. Муката использует свою каменную пулю и умудряется уничтожить обоих кобальдов. Муката начинает гордиться собой, но Фёл говорит, что ему еще многому предстоит научиться,
и Муката распаляется, чтобы стать еще сильнее. Они поднимаются на последний этаж подземелья, и Фёл упоминает, что там должно быть около 10 кобальдов. Но Муката потрясен, увидев, что их там еще довольно много. Он хочет сдаться, но Фёл тащит его обратно. Фёл говорит ему, что вместе с Суи он сможет справиться с ними. Муката ему не верит, но Суи просто в восторге. Фёл в конце концов отшвыривает его ногой, и все кобальды поворачиваются к нему. Муката в ужасе, и кобальды бросаются на него, но он защищен барьером Фёла. Суи атакует с помощью своей кислоты, а Муката начинает атаковать с помощью своей магии земли. Он вырубает некоторых из них, но в него бросается еще больше зарядов, и он начинает стрелять камнями с обеих рук. Вместе с Суи им удается вынуть большую часть кобальтов. Оставшиеся кобальты убегают, но их уносит ветром при появлении кобальтового короля. Муката в ужасе, едва уклоняясь от его атаки, он бежит и стреляет своими каменными пулями, но они, кажется, просто отскакивают от короля. Он быстро стреляет обеими руками, но это мало влияет на зверя. Фёл упоминает, что его барьера может оказаться недостаточно, чтобы блокировать атаки, поэтому он призывает Мукату не попадать под удар. Пока кобальтовый король готовится к атаке, Муката бросает впечатляющий каменный заряд, который попадает зверю в голову. Несмотря на то, что зверь ранен, он снова встает на ноги. Когда Муката пытается атаковать, у него заканчивается мана. Зверь замахивается на него, но его барьер активируется. Фёл показывает, что он солгал, сказав, что его барьер никогда не сломается от такой слабой атаки. Пока зверь борется с барьером, Суи приходит на помощь, атакуя его кислотой и вынимая кобальтового короля. Зверь превращается в груду липкой массы, и Суи начинает светиться, но в конце концов Муката теряет сознание. Фёл выносит его из подземелья, и Суи беспокоится за него. Фёл замечает, что Суи внезапно обрела дар речи. Так что ему не терпится поговорить с Мукатой, и он гадает, когда же тот проснется. Фил говорит, что они могут поговорить, пока ждут, и Суи с радостью называет его дядей Филом. Фила раздражает, что его называют дядей, но Суи упоминает, какой он большой и сильный, и всегда заботится о них, так что он воспринимает его как дядю. Фёл на мгновение испытывает чувство гордости, но тут же приходит в себя и отказывается, чтобы его называли дядей. Он уходит перекусить, но быстро возвращается, чтобы напомнить Суи, чтобы она оставалась у его барьера, и Суи настаивает на том, чтобы он был его дядей Фёлом. Когда Муката просыпается, он впадает в панику, но вскоре понимает, что находится снаружи. Суи утешает его и начинает с ним разговаривать, и Муката в шоке слышит, как он говорит. Суи объясняет, что после того, как они избили короля, он начал обретать способность говорить. Он называет его мастером, и Муката находит его еще более очаровательным. Он проверяет статистику Суи и видит, что тот повысил свой уровень и даже получил навык «Кислотная пуля». Он проверяет свою собственную статистику и обнаруживает, что он получил 4 уровня и теперь владеет навыком магии земли. Фёл возвращается, и Муката задается вопросом, куда же он делся. Фёл упоминает, что он на некоторое время потерял сознание и проголодался, поэтому он пошел поискать немного еды, но говорит, что он предпочитает готовить самостоятельно. Поэтому он просит немного еды в награду за то, что помог Мукате освоить магию земли. Муката раздосадован тем, что солгал о том, что его барьер сломался, но Фёл считает, что это было сделано только для того, чтобы помочь ему. Муката сдается и решает приготовить немного еды. Он готовит несколько яиц и немного остатков каменной птицы, соединяя их вместе, чтобы получилось восхитительное блюдо. Фёл мгновенно съедает его, пораженный тем, как используются яйца, и Суи тоже находит это восхитительным. После того, как они поели, Муката интересуется, разговаривал ли Фёл с Суи, и Суи упоминает, как он много разговаривал с дядей Филом, когда тот спал. Муката смеется над тем, что Фила называют дядей, и Фил злится, напоминая Суи, чтобы она не называла его дядей. Муката продолжает подшучивать над Филом, говоря, что по сравнению с Суи, которому всего 2 недели от роду, он определенно дядя. Суи настаивает на том, чтобы называть его дядей, но Фил кричит на него, и Суи начинает плакать. Муката называет его подлым, и Фёлу ничего не остается, как позволить Суи продолжать называть его дядей Фёлом. Пока они путешествуют, Фёл упоминает, что им предстоит проезжать через Ортру и территорию Гриффинов. Люди обычно обходят эти районы стороной, чтобы избежать столкновения, но Фёл настаивает на том, чтобы идти прямо через них. Муката потрясен, узнав об этом, и начинает беспокоиться, что на него нападут. Он задается вопросом, почему они идут прямо насквозь, но Фёл говорит, что они не представляют для него никакой угрозы. Муката пытается заставить его развернуться, но Фёл говорит ему, что они уже находятся на территории Ортра. Муката слышит зверей в лесу, и вскоре к ним приближается стая Ортра, которые кажутся двуглавыми волками. Фёл использует свои методы запугивания, заставляя Ортра отступить, но все же один из них хочет драться. Фёл видит, что он моложе и глупее, поэтому он велит Мукате отойти в сторону вместе с Суи. Муката прячется в кустах,
а Фёл пытается предупредить зверя, но тот бросается на него, и Фёл использует навык, полностью уничтожая зверя одним ударом. Остальные Ортра приходят в ужас и убегают. Муката интересуется, какую атаку применил Фёл, и Фёл объясняет, что это умение он изобрел 600 лет назад. Когда он рассказывает об этом, Муката видит, каким самодовольным у него вид, и Суи задается вопросом, не мог бы он тоже научиться этому навыку. Муката говорит, что это маловероятно, так как у него нет когтей, но хвалит его умение стрелять кислотными пулями. Он хвалит Суи, и Фёл испытывает чувство ревности. Когда они разбивают лагерь, Муката все еще на взводе, но Фёл говорит ему не волноваться, потому что Ортра должны были усвоить свой урок. Фёла больше интересует, что у нас на ужин, но Муката все еще беспокоится и задается вопросом, правильно ли он установил свой барьер. Суи кричит, что он голоден, и Муката бросается к нему, говоря, что приготовит для него что-нибудь вкусненькое, и Фёл замечает, насколько по-другому Муката относится к нему. Они вдвоем. Когда Муката собирается готовить еду, он спрашивает Фёла, сколько времени им потребуется, чтобы пройти через лес. Фёл говорит ему, что они уже прошли половину пути, и Муката в шоке от того, что им осталось пройти еще 3 недели. Подумав, что у них может закончиться мясо, Муката решает приготовить немного черной змеи. Он слышал, что по вкусу она очень похожа на курицу, поэтому решил приготовить ее таким же образом. Он заказывает нужные ингредиенты и снимает мясо с костей. Ему кажется, что мясо не жирное, как куриная грудка, поэтому он разрезает его на куски и маринует в сахаре и саке. Он делает соус чили из своих специальных ингредиентов, а затем жарит его целиком, чтобы создать свое блюдо. Муката не решается попробовать это блюдо, поэтому он представляет его себе как курицу. Когда он ест его, ему кажется, что оно очень вкусное, и Фёл требует, чтобы она тоже съела немного, выхватывая блюдо у него из рук. Фёл находит его восхитительным и немедленно требует еще. Когда они едут по лесу, Фёл внезапно останавливается. Он видит несколько гниющих грибов и говорит, что они обладают способностью исцелять организм. Обычно они встречаются довольно редко, поэтому Муката решает запастись некоторыми из них. Суи ест грибы, в то время как Муката продолжает собирать их урожай. В итоге у Мукаты получается целая гроздь, и Суи внезапно начинает светиться. Муката задается вопросом, все ли с ним в порядке, и свечение прекращается. Муката использует свой навык оценки просто для того, чтобы быть уверенным, и обнаруживает, что Суи приобрела навык создания целебных зелий. Фёл предполагает, что этот навык появился в результате того, что он съел все грибы, вспомнив время, когда он видел, как слизь превратилась в металл после того, как съел только металл. Муката вне себя от радости, узнав об этом, и он хвалит Суи. Он просит его опробовать свой новый навык, и Суи дает ему попробовать. В конце концов он создает целебное зелье прямо из своей руки, и Муката быстро хватает бутылочку и разливает его по бутылкам. Муката оценивает это зелье по достоинству, и оно считается высококачественным. Муката задается вопросом, что это значит, и оказывается, что Суи может создавать 3 уровня зелий, которые можно использовать для исцеления различных количеств. Фёл говорит, что он живет здесь уже давно, но никогда не видел слизи, которая может производить целебное зелье, поэтому он думает, что Суи должна быть уникальной. Суи запрыгивает на него, и он продолжает восхвалять его. Они продолжают путешествовать до тех пор, пока в конце концов не въезжают на территорию Гриффина. На землю приземляется Гриффин, и Муката приходит в ужас, но Гриффин проявляет уважение и может говорить. Он просит Фёла об одолжении, говоря, что хочет сразиться с Фёлом, чтобы его можно было принять в качестве лидера своей группы. Фёл соглашается, но говорит, что ему будет нелегко. Муката прячется в укрытии, но просит Фёла не убивать его. Их схватка начинается с того момента, как Фёл бросается на Грифона. Фёл наносит удар ногой, и Грифон сбивает ему перья. Все вокруг заволакивается пылью, и Грифон бросается в атаку. Но Фёл использует свою магию ветра, создавая огромный торнадо, который разрубает птицу на куски. Муката говорит ему, что он сделал достаточно, и Фёл прекращает свою магию. Муката бросается к нему, и Грифон получает тяжелое ранение. Муката зовет Суи и поливает птицу целебным зельем. Грифон спасен, но ему очень жаль, что он проиграл. Но Муката велит ему присмотреться повнимательнее, и похоже, ему удалось нанести Фёлу некоторый урон, и Фёл неохотно признается в этом. Грифон издает крик, и остальная часть его стада присоединяется к нему. Его принимают как вожака, и в знак благодарности он дарит Микате одно из своих перьев, говоря, что они не съедят его потомков. Грифоны уходят и устраиваются на ночлег еще на 1 ночь. Фёл требует много мяса после того, как израсходовал всю свою энергию в бою, но Муката упоминает, что он получает его в избытке каждый день. Муката решает приготовить оставшееся у них мясо и поджаривает немного мяса орков. Фёл и Суи с удовольствием поглощают еду, но Муката колеблется, вспоминая, как выглядели орки. Но в конце концов это всего лишь свинина, и все они с удовольствием едят ее. После еды Фёл задается вопросом, делал ли он свои подношения Энри,
но Муката, похоже, об этом забыл. Фел делает ему выговор, и мы видим, что Нри ждет нас. Муката наконец-то молится, а Нри кричит на него за опоздание. Муката говорит, что он был занят, но Нри говорит, что она наблюдала за ним и знает, что он просто забыл об этом. Она продолжает делать ему выговор, но Муката просит прощения, предлагая большой ассортимент западных десертов. Настроение Нинри мгновенно меняется. Пуская слюни от десертов, она приходит в восторг от торта и требует, чтобы Муката прислал ей такое же количество в следующий раз. Группа наконец-то пробирается через лес и приближается к королевству Леонардо. Он упоминает, что им нужно попасть в гильдию, потому что у них кончилось мясо, и они сразу же начинают беспокоиться. Он начинает искать дорогу, и вдалеке они натыкаются на караван. Фел упоминает, что на них нападают бандиты, и Муката просит его спасти их, предлагая особый ужин. Фел бросается прочь, взволнованный этим предложением, и мы видим, что в караване люди борются с бандитами. Фел встает, издавая оглушительный рев, от которого все замирают на месте. Он приказывает бандитам сдаваться, иначе они все бросят свое оружие. Все они взяты в плен, и мы встречаемся с Ламбертом, владельцем каравана, и Ларсом, лидером группы искателей приключений. Они благодарят его за помощь и очень удивлены, встретив человека, о котором ходили все слухи. Муката интересуется, куда они направляются, а Ламберт говорит, что они направляются в город Каролина. Муката говорит, что они новички в этом районе, поэтому он просит присоединиться к ним. Ламберт чувствует себя в большей безопасности, когда он рядом, и приглашает их присоединиться к нему. Когда Муката присоединяется к сопровождающим, он слышит, как охранники спорят о том, является ли Фел Фенриром или Великим Волком. Муката потрясен тем, что слухи о нем распространились так далеко, но он узнает, что гильдии рассылали письма о нем с помощью магических инструментов телепортации. Все, кажется, сосредоточены на Феле, но Муката беспокоится о том, чтобы не выдать свою личность героя призыва с его навыками хранения предметов и магазина. Он понимает, что дворяне, похоже, проявляют к Филу наибольший интерес, и он надеется, что никто ничего не предпримет в этом новом королевстве. Караван останавливается на ночлег, и Фел напоминает Мукате, что тот обещал ему особый ужин за спасение каравана. Пока охранники довольствуются вяленым мясом, Муката находит укромное местечко. Фел требует побольше мяса, но Мукате, похоже, наскучила его просьба. Однако, когда Суи говорит, что хочет немного мяса, Муката с радостью соглашается. У него совсем закончились стейки, поэтому он решает соединить все мясо, которое у него осталось. Так как он обещал приготовить особенный ужин, Муката изо всех сил старается использовать свои приправы. Он маринует свое мясо со своими соусами, затем добавляет муку и встряхивает ее, чтобы получилась глазурь. Он все это обжаривает, и получается восхитительное блюдо из жареной курицы. Свит находит это потрясающим сочетанием двух разных вкусов, и Фел, похоже, тоже получает от этого удовольствие. По мере того, как Муката готовит оставшуюся часть мяса, запах распространяется по всему каравану. Всех их привлекает этот запах, и они подходят поближе, чтобы проверить, что это такое. Им интересно, что же он ест, и Муката предлагает им попробовать немного. Мужчины сразу же находят это очень вкусным и говорят, что это лучшая еда, которую они когда-либо пробовали. Муката продолжает готовить и подавать еду, и к концу дня Муката совершенно выбивается из сил. Все охранники благодарят его за еду, но в конце концов ему самому так и не удалось ничего съесть. Охранники велят ему отдыхать, пока они стоят на страже ночью, но бандиты проклинают их. Однако Муката предупреждает их, чтобы они не затевали ничего смешного, иначе Фел разорвет их на части, и бандиты приходят в ужас. После мирной ночи они добираются до Каролины. Ламберт объясняет, что это 5-й по величине город королевства, и его семья торговала кожей в этом городе на протяжении многих поколений. Бандиты переданы городским рыцарям, а Ларс направляется в гильдию, чтобы представить свой отчет. Муката тоже решает отправиться в гильдию и обещает посетить лавку Ламберта. Придя в гильдию, Муката обнаруживает, что его карточка была не зарегистрирована. За последний месяц он не выполнил минимального количества заданий, поэтому в итоге они деактивировали его карточку. Муката думает обо всем, через что ему пришлось пройти за последний месяц, но Клэр говорит ему, что люди обычно стараются пройти как можно больше миссий, чтобы быстро получить ранг F, потому что этот срок продлевается до 3 месяцев. Муката решает перерегистрироваться и упоминает, что у него появился второй фамильяр. Он хвастается Суи, но на девочку это не производит впечатления. Некоторые искатели приключений смеются над ним, но он старается не обращать на это внимания. Муката направляется к мяснику гильдии, но натыкается на Ларса и его группу. Муката говорит, что он просто пытается продать несколько пойманных Фелом животных, и Ларс просит взглянуть на него, желая посмотреть, что же поймал Фел. Муката думает, что все в порядке, но когда он показывает свой улов,
группа в шоке, ведь они даже никогда не видели некоторых монстров. Мясник приходит в восторг от работы с такими высококлассными материалами, утверждая, что он лучший в препарировании монстров. Он снимает шкуру с красной змеи, упоминая при этом, что это мясо – нечто такое, чего простолюдины никогда бы не попробовали. Муката и Фил представляют себе, каким оно будет на вкус, и Ларс вдруг задается вопросом, какое мясо они ели на ужин накануне вечером. Муката говорит, что там было всего понемногу. Упоминаются каменная птица, гигантский олень и мясо орка. Группа сразу же приносит ему извинения, не понимая, что у них была такая качественная еда. Но Муката говорит, что все в порядке, раз у него так много еды. Ларс говорит, что его хорошо знают в городе, и просит его позвонить, если ему что-нибудь понадобится. По ночам Муката отдыхает в гостинице. Он считает, что ему следует попытаться достичь ранга F, так как ему необходимо поддерживать доступ к мяснику. Он не уверен в том, что хочет стать искателем приключений, и вдруг слышит голос Нёнри, говорящий ему, что у него есть более важные дела. Она говорит, что терпеливо ждала его, поэтому Муката заглядывает в его магазин за сладостями. Он выбирает связку желе и пудинга и предлагает их Нинри, поблагодарив ее за благословение. Когда Нинри пробует пудинг, она поражается его шаткой природе, но так как ей это нравится, кажется, что она привлекла внимание других богинь. На следующий день Муката заглядывает на доску объявлений о вакансиях в гильдии. За каждое задание начисляются баллы в зависимости от его сложности, при этом сбор трав дает 1 очко, а охота на гоблинов 3 очка. Ему нужно набрать 100 очков, чтобы перейти на следующий ранг, и Фил думает, что они должны пройти квест на гоблинов, чтобы быстрее повысить уровень, но Муката отказывается, потому что у него до сих пор сохранилась травма, полученная после того, как он в последний раз сражался с гоблинами. Фил хочет как можно скорее добраться до океана, чтобы он мог съесть столько морепродуктов, сколько ему захочется. Он страстно мечтает о морепродуктах с тех пор, как они в последний раз ели рыбу. Фил спрашивает Суи, что он об этом думает, предполагая, что он мог бы сразиться с гоблинами, и Суи приходит в восторг. Муката пытается убедить его выбрать более безопасный вариант сбора трав, но Суи говорит, что он уже может приготовить свое собственное лекарство и предпочел бы просто сражаться. Муката сдается и берет на себя миссию по охоте на гоблинов. Они направляются в лес, и их миссия состоит в том, чтобы поохотиться на 3 гоблинов. Они быстро находят нескольких гоблинов, и Суи легко убивает их своими кислотными пулями. В качестве доказательства того, что они убили гоблинов, Муката должен отрезать им правое ухо. Муката изо всех сил пытается это сделать, и Фелу кажется это странным, так как он должен был бы привыкнуть готовить монстров, но Муката утверждает, что это не одно и то же. Разглагольствования Мукаты заканчиваются тем, что привлекают целый рой гоблинов аэрозолем. Они находят лагерь гоблинов, но Муката говорит, что они уже сделали достаточно для завершения задания. Суи умоляет продолжать, и Муката теряет бдительность, и Фел тащит его за собой. В конце концов, они уничтожают всех гоблинов, и Суи говорит, что ему было очень весело. Фел велит Мукате собрать уши, но Муката хочет отказаться. Фел тащит его за собой, и после того, как он собрал все уши, Муката испытывает эмоциональный ущерб. Муката начинает беспокоиться о том, как им следует избавиться от всех тел, не желая привлекать других монстров или даже образовывать подземелья. Фел предполагает, что они могли бы сжечь тела, но Муката беспокоится о том, чтобы не устроить лесной пожар. В конце концов Муката просит Суи расплавить все тела своей кислотой, после чего Суи начинает трястись и вырастает до огромных размеров. Похоже, Суи приобрела новый навык изменять свой размер. Суи снова начинает трястись и распадается на более мелкие кусочки. Там собралась целая армия слизняков, и они начинают расплавлять груду гоблинов. Муката задается вопросом, видел ли Фел когда-нибудь что-то подобное, но даже он поражен. Суи заканчивает свою работу, и Муката задается вопросом, насколько же сильнее он станет. Когда Муката возвращается в гильдию, все приходят в шок от того. Их знакомят с мастером гильдии Вильямом, и он подтверждает, что они уничтожили все поселение гоблинов. Муката признается в этом, и Вилем впечатлен силой Фела. Он раскрывает истинную причину своего звонка ему, упоминая о сообщении, которое он получил из Королевского дворца. В нем говорится, что они могут свободно жить в стране, однако они хотят положиться на него в случае чрезвычайной ситуации. Муката празднует свободу от замыслов знати, а Вилем говорит, что просто наличие легендарного зверя в стране будет достаточным сдерживающим фактором для соседних стран. Услышав о том, что Муката хочет повысить свой ранг в гильдии, Вилем решает использовать свой авторитет мастера гильдии, чтобы повысить его до уровня мастера гильдии. Муката потрясен, услышав это, и Вилем говорит, что было бы проблемой, если бы мастер Фела был слишком низкого ранга. В обмен на повышение его рейтинга у Вилема есть к нему несколько просьб, но Муката не слишком стремится выполнять обычную работу, поэтому он пытается отказаться. Но Вилем упоминает, что он действительно хочет, чтобы Фел помог ему выполнить несколько заданий с рейтингом АЭС. Фел уверен, что справится с любой миссией, и Вилем рад это слышать,
потому что на свете нет искателей приключений, которые обычно могли бы взяться за такую работу. Вилем говорит, что он скажет другим искателям приключений не связываться с ними, и Маката думает, что может доверять ему, поэтому он обращается с особой просьбой. Он рассказывает о куче монстров высокого ранга, которых он держал у себя. Вилем и Мясник были потрясены, увидев этих монстров, а Мясник никогда раньше даже химер не видел. Муката объясняет, что он прятал их, потому что не хотел устраивать сцен. Он хочет продать их гильдии, но Вилем говорит, что у них нет денег даже на то, чтобы купить у него химеру. Птицы готовят овощи, а затем начинает измельчать мясо. Суи присоединяется к нему, чтобы Фёл не уверен насчет овощей, но в конце концов они поглощают еду целиком, а Суи находит кунжутный соус особенно вкусным. Муката понимает, что он не готовил никакого риса, поэтому вместо этого делает себе бутерброд. Суи просит попробовать что-нибудь, а Фёл тоже просит дать ему несколько секунд. После еды Фёл отдыхает, но Муката с Макатой. Подсчитав стоимость всех проданных им монстров, красный змей стоил 200 золотых, а синий – 432 золотых. Муката просто в шоке от стоимости всего происходящего. Если учесть еще и порабощение гоблинов, то в общей сложности получается более 19 сотен золотых. Муката теряет дар речи и начинает подчинить себе группу металлических ящериц. Благодаря своей металлической коже они практически невосприимчивы к физическим атакам. Вторая миссия состоит в том, чтобы поохотиться на стадо окровавленных рогатых быков, которые доставляют неприятности начинающим охотникам, но Фёл говорит, что они очень вкусные. Думая, когда они покидают гильдию, Муката считает, что им следует отправиться в путь прямо утром. Фёл хочет отправиться прямо сейчас, но Муката говорит, что если бы они это сделали, то в конечном итоге прибыли бы ночью, но Фелу просто хочется съесть стейк как можно скорее. Муката заходит в магазин Ламберта и хочет купить новую сумку. Ламберт показывает ему несколько разных сумок, каждая из которых сделана из разных материалов, но она предназначена для переноски Суи, поэтому он позволяет Суи выбрать ее самому. Суи выбирает ту, что сделана из красной кожи, а Маката продолжает выбирать ремень, а также купи себе новые туфли. Он подумывает о том, чтобы купить обувь в своем магазине, но решает, что лучше не слишком выделяться. В общей сложности это составляет 11 золотых, но Ламберт настаивает на том, чтобы отдать все это ему бесплатно, так как Маката спас ему жизнь и накормил такой качественной едой. Так что Маката благодарит он сам. Ламберт спрашивает о черной змее, которую они съели, и интересуется, сохранилась ли у Макаты шкура, но Маката говорит, что он уже продал ее гильдии. Ламберт разочаровывается и упоминает о нехватке змеиной шкуры. Он мечтает заполучить в свои руки какую-нибудь красную змеиную шкуру, и Маката чувствует себя неловко из-за того, что продает все это гильдии. Ламберт говорит ему, что если у него появится еще хоть одна змеиная шкура, решается. После того, как они уходят, Фёлу хочется съесть змею, так как они так много говорили об этом. Муката думает о том, как она была хороша на вкус, поэтому он решает приготовить ее еще раз. Он начинает мариновать мясо и готов отдать Фелу все, что тот может съесть. Он начинает жарить его, и когда он пробует его на вкус, Суи и Фёл жал, так как оно стало в 2 раза хрустящим после того, как его дважды обжарили. После того, как они поели, они полностью наелись. Муката продолжает готовить, и Фёл говорит, что больше не может есть. Муката говорит, что это для него самого, и он планирует положить немного на хранение, чтобы иметь возможность есть, когда захочет. Муката наслаждается пивом, пока Фёл и Суи ложатся спать. Он размышляет о своем приключении и чувствует себя счастливым от того, что нашел таких компаньонов. Мы с Мукатой отправились вперед, в горы, где, как сообщалось, водились ящерицы. Муката задается вопросом, где они могли быть, но Фёл может обнаружить их присутствие, найдя пещеру в горе. Муката хочет подождать снаружи, но Фёл бросается внутрь. Когда они попадают внутрь, они находят только одну ящерицу, и Муката думает, что это странно, потому что она светится. Он видит, что это мифриловая ящерица, и Фёл говорит, что она, должно быть, эволюционировала после того, как съела кучу мифрила. Он говорит, что магия не будет эффективной, потому что мифрил обладает свойством обезвреживать магию. Муката думает, что у них могут возникнуть проблемы, но Фёл использует свою молнию, чтобы мгновенно победить ящерицу, говоря, что он может использовать магию, которую невозможно обезвредить. Муката отдает дань уважения и начинает складировать ее подальше. Он находит кусок мифриловой руды и начинает представлять себе, было бы у него мифриловое оружие. Он начинает собирать немного мифрила, и Суи помогает ему в этом. Он думает о том, как было бы хорошо использовать его для изготовления доспехов, так как он может рассеивать магию или даже использовать кожу мифриловой ящерицы. Фёл внезапно сокрушает мифрил, говоря, что ему не нужна никакая броня, потому что его барьер намного превосходит его. Ему нужно еще немного действий, поэтому он предлагает им продолжить выполнение второй просьбы мастера гильдии. Муката еще не готов, но Фёлу не терпится съесть несколько стейков, поэтому он утаскивает Мукату прочь. Они подъезжают к полю, где стоят окровавленные рогатые чаши. Муката очень волнуется, потому что они такие же большие, как носороги, и у них дурной характер. Он решает подождать в стороне,
а Фёл приближается к быкам. Суи начинает завидовать тому, что Фёл сражается с быками, поэтому он быстро следует за ним. Муката подкрадывается поближе, чтобы посмотреть, и в то же мгновение раздается взрыв земли, и все быки терпят поражение. Суи взволнованно рассказывает Мукате об этом поединке, а Фёл делает ему комплименты за то, как он справился. Муката удивляется количеству быков и начинает запихивать их в свой склад. Суи решает помочь ему, разделившись на несколько кусков слизи и помогая ему передвигать миски. Муката начинает думать обо всех блюдах из говядины, которые он будет готовить. Вернувшись в город, Вилем и мясник были потрясены, увидев мифриловую ящерицу. Муката начинает нервничать и задается вопросом, нет ли в этом какой-то проблемы. Мясник объясняет, что неповрежденная мифриловая ящерица настолько редка, что в последний раз ее видели 400 лет назад. Вилем объясняет, что ящерица – это признак того, что есть новая мифриловая шахта, говоря, что мифрил настолько редок, что во всем мире есть только 3 мифриловых рудника. Муката был потрясен, услышав, что это такое большое дело. Вилем говорит, что им придется оставить ящерицу себе в качестве подношения королю, но упоминает, что ему будет выплачена компенсация за охоту на ящерицу и открытие рудника, предполагая, что она будет стоить около 5000 золотых. Мясник очень ревнует, но Муката, похоже, пришел в ужас, услышав это. Вилем переходит к вопросу о быках, но Муката показывает, что он уже выполнил и эту просьбу, чем еще раз шокирует их. Когда Муката уходит, он беспокоится о том, что его мирная жизнь может быть нарушена. Фёл говорит, что нет никакого смысла беспокоиться, и он больше заинтересован в том, чтобы поесть стейков. Муката начинает готовить им ужин, нарезает несколько стейков и жарит их до тех пор, пока они не станут среднепрожаренными. Он откладывает их в сторону и заворачивает в фольгу, пока Фёл терпеливо ждет вместе с Суи. Стейк приготовлен превосходно, и когда они пробуют его на вкус, то находят, что он просто замечательный, с каждым кусочком сочится сок. Фёл сравнивает его с тем блюдом вагю, которое он пробовал, и сразу же просит добавки. Муката дает ему еще одну порцию и добавляет свой любимый соус для стейка, делая его еще более вкусным. После еды они полностью нафаршированы, и Фёл думает, что ему будет трудно вернуться к употреблению сырого мяса. Фёл напоминает ему о своих подношениях Нёнри, и похоже, он снова забыл об этом. Он быстро идет готовить ее подношение и слышит, как ее голос перечисляет все вещи, которые она хочет, чтобы он послал. Когда он отправляет свое подношение, он внезапно слышит голоса других богинь. Они думают, что это несправедливо, что все сладости достаются Нинри самой, но Нинри говорит, что это потому, что она дала ему свое благословение. Другой богине также предлагается благословить его, поэтому он пошлет им подношение, но Нинри пытается возражать. Муката говорит, что у него уже есть благословение Нёнри, но они указывают, что она дала ему лишь незначительное благословение и что у него нет никакого сродства с магией ветра. Они предполагают, что при более совместимом благословении он получит гораздо больше пользы. Поскольку у него есть близость к огню и земле, гораздо более подходящим было бы благословение богини земли Киши или богини огня Агни. Перебивает его Нинри, говоря, что бог творения злится на них за то, что они дают слишком много благословений. Но они оба думают, что будет хорошо, если они также дают ему лишь незначительные благословения. Муката задается вопросом, был ли когда-нибудь кто-нибудь, получивший множество благословений, но похоже, такого раньше никогда не случалось. Муката пытается использовать это как повод для отказа, но две богини все равно благословляют его. Богиня воды Рука чувствует себя обделенной, потому что у Мукаты нет никакого сродства с водой, поэтому ее благословение было бы бесполезно для него, и она плачет, потому что она будет единственной, кто не получит его. Это было подношение от него. Другие богини начинают впадать в панику и советуют Мукате что-нибудь предпринять. Муката не знает, что ему делать, и Суи пытается его утешить. Увидев Суи, Муката просит Руку дать ей свое благословение вместо этого. Все богини соглашаются, и Рука дает свое благословение Суи. Киша указывает, что Рука дала Суи полное благословение, но Рука говорит, что все в порядке, так как она дает свое благословение только раз в 100 лет. В отличие от остальных, которые постоянно дают свое благословение, делая Бога, я злюсь на них за это. Теперь, когда он получил благословение, они требуют от него подношений, поэтому Муката посылает им очень большую коробку десертов, и они вне себя от радости. Муката проверяет свой статус и видит свои новые благословения. Суи задается вопросом, что дает благословение, и Муката объясняет, что оно защищает его и усиливает его силу, но Суи на самом деле ничего не понимает. Поэтому Муката решает проверить это на следующий день. Когда Муката пробует свою магию, он обнаруживает, что его сила резко возросла. Даже после того, как он применил свою магию, он не чувствует себя истощенным, как раньше, поэтому он доволен полученными благословениями. Он говорит Суи попробовать немного магии воды, чтобы проверить свое благословение,
поэтому Суи начинает использовать немного магии воды, создавая вращающийся шар воды. Муката поражен и задается вопросом, как далеко он сможет выстрелить, поэтому Суи стреляет из него в дерево, которое полностью сбивает его с ног. Суи также использует воду в качестве лезвия, легко прорубающегося сквозь деревья. Муката считает себя потрясающим человеком, но предупреждает его, чтобы он ни на кого не нападал в городе. Фёл внезапно захотел сразиться с Суи, но Муката говорит, что еще слишком рано, и Фёл разочаровывается, думая, что наконец-то нашел достойного противника. Муката продолжает практиковаться в своей магии, пробуя свое новое заклинание «Каменная стена». Опадают листья, чтобы отправиться на охоту, и в конце дня Муката с нетерпением ждет возможности показать им, как он создал дом, используя свою магию земли. Они не особенно впечатлены, и Фёл вернулся с черной змеей, так как он знает, что Муката заключил сделку с Ламбертом. Муката с подозрением относится к его намерениям, но Фёл просто хочет, чтобы его наградили особенным ужином. Когда они просыпаются, Фёл соглашается, что в его хижине было довольно уютно, и он интересуется, чем они будут заниматься в этот день, предлагая отправиться на охоту. Но Муката не слишком в восторге. Он говорит, что они должны вернуться в город и доставить черную змею, которую поймали для Ламберта. Они возвращаются в гильдию, и Муката навещает мясника. Все мясо быка уже приготовлено, и мясник отдает ему плату за ту порцию, которую он продал. Муката вытаскивает черную змею, и мясник удивляется, что ему так легко удалось найти еще одну. Муката просит его приготовить ее для него, и тут появляется Суи и спрашивает, не пора ли пообедать. Муката собирается что-то готовить, и Фёл спрашивает, почему он проявляет такой энтузиазм. Муката показывает свою новинку, которую он купил, мясорубку, которая позволит ему делать мясной фарш. Он начинает перемалывать мясо быка, и Суи находит это потрясающим, хочет попробовать это сам, и он помогает перемалывать мясо. В конце концов они перемалывают и мясо орка, смешивают мясо вместе, добавляют яйца, лук и формуют из них котлеты. Они также идеально подходят для хранения у него на складе. Он жарит котлеты, добавляя свой особый соус, и Фёл не может дождаться, когда съест их. После того, как они насладятся едой, Муката стирает свою рубашку, но мыло у него не очень хорошее. Ему приходит в голову одна идея, и он думает, что мог бы продать это мыло в своем магазине. Он покупает кучу шампуней и кондиционеров, переливая их в несколько бутылочек, чтобы это не выглядело так подозрительно. Суи Плей стоит в ванне с водой, и Муката думает о том, что он уже давно не принимал ванну. Он идет навестить Ламберта, который с удивлением видит черную змеиную шкуру. Далее Муката рассказывает, что он еще и торговец, поэтому он хочет, чтобы Ламберт проверил, будут ли его товары представлять ценность. Ламберт осматривает мыло и находит его довольно ароматным. Муката объясняет, как оно более эффективно, а также рассказывает о шампуне для мытья волос и кондиционере, который делает волосы гладкими и шелковистыми. Муката начинает беспокоиться из-за реакции Ламберта, но Ламберт внезапно заливается слезами и благодарит его. Так как приближается его годовщина, а его жене надоели его сумки и аксессуары, он не знал, что ей подарить. Но он думает, что эти товары идеально подойдут ей, так как она обожает купаться. Услышав это, Муката спрашивает, есть ли у него ванна, и Ламберт говорит, что он заказал такую ванну на заказ для своей жены. Муката поражен и воображает, что наконец-то примет ванну. Он просит показать ему ванну, и Ламберт соглашается показать ему ее. Муката поражен, увидев ее, и Ламберт объясняет, насколько дорогой она была, потребовалось волшебное устройство для очистки воды и нанять земного мага для ее создания. Он говорит, что это стоит более нескольких сотен золотых, так что наличие такого устройства в качестве продавца является доказательством того, что у них все хорошо. Муката очень хочет его приобрести, и Ламберт предлагает познакомить его с продавцом, что Муката с радостью слышит. В конце концов Муката дает Ламберту попробовать продукты и предлагает ему самому протестировать их, прежде чем дарить что-либо своей жене. И Ламберт соглашается, не желая проверять вещи на себе. Жена. На следующий день Муката снова навещает нас, и Ламберт очень рад его видеть. Его жена внезапно бросается ему навстречу, представившись Мари, и хочет побольше узнать об этой продукции. После того, как Ламберт принял ванну, от него так хорошо пахло, а его волосы стали такими мягкими, что она сразу же это заметила. Ламберт разочарован тем, что испортил подарок на годовщину свадьбы, но Мари говорит, что она также попробовала эти продукты. Шампунь очищает ее волосы лучше, чем что-либо другое. Красивыми, и все прошло гладко. Муката думает, что они хотят купить еще больше, но Ламберт спрашивает, не хочет ли он продать их в своем магазине. Муката удивлен, услышав это, так как у него есть магазин кожгалантереи, но Мари уверена, что эти товары будут продаваться. Говоря, что было бы стыдно, если бы их продавал другой торговец, потому что каждая женщина в городе наверняка захочет купить что-нибудь из этого. Она настаивает на том, чтобы Муката продал им это оптом, и он соглашается, так как у него нет собственного магазина. Мари очень рада это слышать, тем более, что у нее может быть личный запас продуктов. Когда Муката возвращается, он совершенно измотан после того, как доставил в магазин кучу товара. Фёл хочет поискать подземелье,
но Маката отвергает эту идею, говоря, что его зовет мастер гильдии. Пока Фёл ждет снаружи, Муката слышит, как несколько искателей приключений говорят о заблудившейся виверне и начинает беспокоиться о том, насколько они опасны. Он идет на встречу с мастером гильдии и приходит в шок, увидев гигантскую груду золота. Вилем говорит ему, что он получает 5,8 миллиона золотых за открытие мифрилового рудника, и Маката может думать только о том, чтобы купить себе ванну. Внезапно возникает чрезвычайная ситуация, так как приближается стадо виверн. Они удивляются, что их там целое стадо, но похоже из-за того, что Маката вытащил стаю быков, на которых обычно охотились виверны, все они теперь собрались вместе. Там есть несколько раненых искателей приключений, некоторые из которых страдают от смертельного яда виверны. В гильдии заканчиваются зелья и противоядия, но Маката достает свои первоклассные зелья. Когда Вилем использует это зелье, раны мужчины мгновенно заживают, и они потрясены тем, как оно полностью излечило все, включая яд. После исцеления раненых Вилем приказывает всем искателям приключений морского ранга и выше помочь в борьбе с вивернами. Муката понимает, что это касается и его самого, и Вилем собирает всех вместе, и они готовятся к бою, но Фёл останавливает их, говоря, что они сами разберутся с вивернами. Муката не хочет уходить, но Фёлу стало скучно, и он говорит, что мясо виверны очень вкусное, заявляя, что всех виверн они победят. Будет принадлежать им. Вилем хочет помочь, но Фёл говорит, что он будет только мешать. Они выезжают в поле и видят вдалеке виверн. Муката видит, что они опасны, но Фёл не волнуется и решает, что сейчас самое подходящее время научить Суи сражаться с летающими противниками. Фёл и Суи приближаются к нему, уклоняясь от атак виверны. Он говорит Суи, что выстрелы в голову наиболее эффективны, но в их крылья попасть легче. Суи старается целиться в голову. Пуля не попадает в голову, но этого достаточно, чтобы она упала на землю и упала, добивая его. Они начинают сражаться с вивернами, и Муката прячется подальше. Наблюдая за тем, как они дерутся, он думает, что Суи все больше и больше становится похожей на Фёла, который всегда хочет подраться. Внезапно к нему приближается виверна, но он защищен барьером Фёла. Когда виверна пытается атаковать снова, ее останавливает Суи, которая отскакивает от него, и Фёл добивает ее. После победы над всеми вивернами Фёл немного проголодался, поэтому Маката готовится готовить еду. Он достает приготовленные им котлеты, и Фёл думает, что они снова едят одно и то же, но Маката обмазывает их яйцом и хлебными крошками. Он поджаривает их все вместе, и с учетом этого небольшого изменения их еда становится совершенно другой. Я не могу поверить, насколько она отличается на вкус, и нахожу добавленный хруст восхитительным. Тем временем в гильдии Уильям и искатели приключений начинают волноваться, задаваясь вопросом, сможет ли Маката справиться с вивернами. Но Маката наконец возвращается и сообщает, что они успешно уничтожили их всех. Искатели приключений поражены и празднуют победу, что Маката находит странным. Но Вилем упоминает, что если бы искатели приключений сражались с вивернами, то по крайней мере половина из них погибла бы. Вилем говорит, что он беспокоился, что они потерпели неудачу, потому что им потребовалось так много времени, чтобы вернуться, и Маката чувствует себя плохо. Потому что это была легкая битва, но они просто остановились, чтобы пообедать. Он решает не упоминать об этом, но Фёл указывает на причину, по которой они опоздали, и Макате становится неловко. Муката сообщает, что там было 13 виверн, и Вилем заинтересован в покупке их запчастей. Муката с радостью продаст все, кроме мяса, но у гильдии хватает денег только на то, чтобы купить половину виверн. Вернувшись в гостиницу, Муката внезапно вспоминает, что ему нужно отправить свои подношения богиням, и внезапно получает божественное послание от Агни, в котором говорится, чтобы он поторопился. Муката объясняет, что он собирается отправить свое подношение, и внезапно он получает секретное сообщение от Нинри, напоминающее ему, что она была первая женщина, которая дала ему благословение, поэтому она хочет получить больше сладостей, чем остальные. Киша по секрету говорит ему, что хочет, чтобы он прислал ей шампунь и средства для волос, которые он продает, а Рука хочет попробовать другие его продукты питания. Муката говорит им, что не может держать их предложение в секрете, так как он будет посылать все это сразу, и Агни злится, что другие богини обращались к ней с тайными просьбами. Поэтому она присоединяется к ним и просит Макату прислать ей алкоголь, и Макате остается только согласиться. На следующий день Маката и Фёл привлекают к себе все больше внимания после победы над вивернами, и Маката направляется в один из магазинов. Он поражен, когда оглядывается вокруг, проверяя различные ванны, и продавец объясняет, что они начинаются от 300 золотых. А некоторые сделаны из разные материалы, которые обеспечивают разный эффект. Пока Маката обдумывает возможные варианты, продавец показывает им их новейший продукт, но когда Маката видит его, то на самом деле он выглядит просто как обычная ванна. В конце концов он выбирает зеленую ванну,
и продавец шокирован тем, что он так легко решился на это, так как это было бы очень дорого для нормального человека. Продавец интересуется, как он будет платить, предлагая свой план оплаты, но Маката показывает, что деньги у него есть. Продавец интересуется, куда их доставить, но Маката говорит ему, чтобы он не волновался, так как он может просто положить их к себе на хранение. Муката уходит вне себя от радости и говорит Фелту, что им следует убираться из города, потому что все смотрят на них с тех пор, как они разобрались с вивернами. Они находят хорошее местечко, и Фел решает отправиться на охоту. Муката отмечает на земле участок земли и, используя свой навык «Каменная стена», создает уединенную зону. Он достает ванну и просит Суи наполнить ее водой, а когда она наполняется, Муката использует свой огненный шар, чтобы нагреть воду. Перед тем, как принять ванну, Муката яростно отирает себя и, наконец, расслабляется вместе с Суи. После того, как они приняли ванну, Муката решает приготовить немного мяса виверны, и он очень взволнован, так как Фел упомянул, какое оно вкусное. Он нарезает мясо тонкими ломтиками, чтобы получился густой соус, и делает специальную миску для говядины виверны. Однако он замечает, что Фел до сих пор не вернулся, поэтому решает приготовить немного тушеного мяса, так как у него есть дополнительное время. Он покупает необходимые ингредиенты и режет все на кусочки. Он обжаривает мясо до тех пор, пока оно не подрумянится, затем добавляет овощи, а затем добавляет воду и немного красного вина. Он добавляет немного соуса для дополнительного аромата, а затем оставляет его тушиться на медленном огне. Суи упоминает, что этот парень вернулся, и пока Маката ждет его появления, появляется динозавр, что повергает Макату в шок. Маката спрашивает его о гигантской ящерице, и Фел упоминает, что его схватка с вивернами была неудачной, поэтому он отправился на охоту и в конечном итоге сразился с земной дракон. Муката не может поверить в то, что он слышит, и не может поверить, что перед ним дракон. Он не знает, что с ним делать, но Фел говорит, что это будет очень вкусно. Но Муката напоминает ему об исключительных редких монстрах, на которых он охотился, но которых невозможно продать. Он считает, что дракон определенно подпадает под эту категорию, но Фел настаивает на том, что он будет очень вкусным. Муката говорит, что с этим возникнут проблемы, но Фел предлагает ему обратиться в гильдию с просьбой помочь ему перепродать его, и Маката считает, что это вполне возможно. Фел замечает тушеное мясо, которое приготовил Маката, и сразу же приходит в восторг, но Маката останавливает его, говоря, что он грязный после своей драки. И Фел немного обиделся. Он говорит Фелу, что ему нужно принять ванну перед ужином, и Фел в шоке. Муката находит в своем магазине какие-то инструменты для ухода за собаками, но Фел напоминает ему, что он не собака. Муката помогает ему расчесать шерсть щеткой, а затем обрызгивает водой. Муката недоумевает, почему он вздрогнул, но Фел тут же отрицает это. Муката продолжает брызгать на него водой, чтобы он намок, но Фел чувствует щекотку и задается вопросом, не могла бы Суи просто воспользоваться своей водной магией. Но Муката упоминает, что вода у Суи не будет горячей. Однако Мукате приходит в голову одна идея, и он превращает Суи в душевую кабину, подключенную к горячей воде. Фел полностью промокает насквозь, и Муката начинает мыть его шампунем. Фелу это начинает доставлять удовольствие, но Муката упоминает о том, что он умылся. Хотя это и пугает его, Фел соглашается, не желая выглядеть слабым, как легендарный Фенрир. После того, как все это закончится, Муката собирается вытереть его насухо, но вместо этого Фел стряхивает с себя всю воду. Используя свою магию огня и ветер Фела, они создают теплый ветерок, который помогает ему обсохнуть. Муката комментирует, как хорошо он выглядит, и Фел требует, чтобы пришло время ужинать. Они начинают со специальных мисок с говядиной, которые Фел находит потрясающими, и Муката удивляется, что виверна по вкусу похожа на вагю. Пока они едят, Муката говорит Фелу, что ему нужно начать регулярно принимать ванну, и Фел этому совсем не рад. Но Маката использует Суи, чтобы сказать ему, что теперь он выглядит лучше, так что Фел соглашается на эту договоренность. Когда они пробуют тушеное мясо виверны, Фел не может поверить, насколько оно вкусное, и с нетерпением ждет того, что Маката приготовит в будущем. Вернувшись в гильдию, Вилем говорит, что дракона невозможно перепродать, а мясник упоминает, что каждая часть тела дракона слишком ценна и отказывается работать над этим. Фел упоминает, что он просто хочет встретиться, но Маката говорит, что все не так просто. Однако Вилем считает, что это могло бы быть возможно для одного эксперта по драконам, и Маката с Фелом очень взволнованы. Вилем указывает на другой город, и Фел с восторгом видит, что он находится недалеко от моря, вспоминая о своей цели съесть кракенов и других морских чудовищ. Но Вилем и мясник просто смеются, услышав такое абсурдное заявление, но они знают, что именно так они и поступят. Муката прощается с людьми, которых встретил на своем пути, и они отправляются в свое следующее приключение.